Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня с вами я, один из авторов телеграм-канала «Генерал СВР», генерал-лейтенант службы внешней разведки, тот человек, которого вы знаете как Виктор Михайлович. Сегодня у нас 13 сентября, мы с вами проводим промежуточный выпуск. Конечно, сразу вам напоминаю о том, что в комментариях к этому выпуску вы можете оставить свои вопросы, на которые я отвечу уже либо в пятницу, либо в субботу, посмотрим, как будет время. И, соответственно, перед тем, как написать вопрос, пишите слово «вопрос», либо ставьте знак вопроса, а потом формулируйте вопрос. Это для того, чтобы я не путался в наших комментариях, потому что многие люди оставляют слова благодарности, кто-то критикует, кто-то оставляет какие-то свои комментарии, которые не касаются вопросов. Поэтому, чтобы я читал вопросы и не задерживался, соответственно, пишите слово «вопрос», либо ставьте знак вопроса. Большое всем спасибо. Хочу также напомнить, что есть возможность подписаться на наш Patreon. Подробное описание, как можно подписаться на территории России, есть в описании к этому ролику. Я думаю, там несложный алгоритм, и наши уважаемые зрители и слушатели должны прежде всего обладать картой любого банка, любого нероссийского банка, извините, и любого банка республик бывшего Советского Союза. Этого будет достаточно для того, чтобы подписаться на наш Patreon. Так, теперь перейдем к обсуждению тем. Восточный экономический форум давайте обсудим. Давайте даже обсудим не то, что на него прибыл двойник президента России Владимира Путина, а давайте обсудим саму сущность данного мероприятия и насколько оно было успешным, либо провальным. Конечно, в последнее время подобные мероприятия превращаются в чистую фикцию. Это необходимо для повестки дня, это необходимо, такие мероприятия сохраняют свою сущность для того, чтобы сообщать россиянам о том, что в жизни не происходит ничего экстраординарного, все мероприятия продолжают существовать и даже каким-то чудесным образом, по мнению пропагандистов, развиваются. Конечно, никакого развития нет, это все полная чушь. Несмотря на столь представительное участие такого человека, как двойник президента России Владимира Путина, никто больше из глав государств и правительств других стран не явился на подобное мероприятие и явиться, конечно, не могли. Посетили из самых представительных это барышня из Лаоса, насколько я помню, по-моему, вице-президент Лаоса, и представитель руководства Китая. Далеко также не первый, не второй человек, но тем не менее прислали. Там заместитель председателя Госсовета, опять-таки, если мне не изменяет память. Настолько они представительные люди, что, честно говоря, запоминать еще должности и фамилии, имена этих людей никакого смысла особо не имеет, потому что эти люди особо нигде не проявляются. Да, мужчина, который посетил от лица руководства Китая, более-менее, по крайней мере, где-то мелькает. Но барышня из Лаоса — это, конечно, сильно, очень сильно. Человек, похожий на президента России Владимира Путина, встретился с барышней и с представителем Китая, обсудил какие-то абсолютно незначительные темы, но в сущности он был безмерно благодарен, что какую-то деятельность для него создали, бурную деятельность, давайте даже так скажем, для него создали руководство Российской Федерации, люди из окружения президента России, потому что они рисуют график работы для двойника президента, по крайней мере, посвященная часть из окружения президента России Владимира Путина. Они рекомендуют, какие мероприятия посещать, и дальше по этим рекомендациям строится график двойника. По ситуации на самом форуме. Мы видели, да, что двойник президента принял участие, нес абсолютную отсебятину, и во время пленарного заседания, там более 2 часов длилось выступление, по-моему, более 2 часов. Ничего особо важного там, кроме
шуток, прибауток насчет изменившего фамилию, якобы изменившего фамилию Чубайса. В реальности Чубайс, насколько я понимаю, ни имя, ни фамилию не менял. Ну, тем не менее, двойник решил пошутить, но пошутил как пошутил. Насколько удачна шутка, судите сами. Эта шутка больше такая антисемитская. Ну, что говорить, если Путин превратил Россию практически в фашистское государство, поэтому, по крайней мере, руководство России представляет собой из себя абсолютно фашистскую организацию. Абсолютно фашистскую. Ну, посмотрим, как будет дальше. Будем смотреть, будем наблюдать, чем все это, конечно, закончится. И тем более, что все будет заканчиваться уже в довольно скором времени. Теперь по поводу встречи двойника Путина с Ким Чен Ыном. Это, конечно, прекрасное событие. Лучший друг российского президента прибыл для встречи с двойником президента. Ким Чен Ын и слухом не слыхивал, и не видывал никогда двойника. И вот удачный момент. Он не знает, что это двойник, и далек, честно говоря, от подобных мыслей. Ну, посчитал, что встречается с президентом России, то хорошо. Удалось определенных результатов добиться двойнику президента во время переговоров. И эти результаты в скором времени, вероятно, появятся на фронте. Конечно, решающей роли это не сыграет. То, чем может помочь корейское руководство, северокорейское, извините, руководство, это прежде всего боеприпасы. Не так много получит российское руководство, как хотелось бы, какие планы были, но тем не менее какое-то подспорье будет. Более подробно мы об этом еще расскажем и о том, что именно будут поставлены в какие сроки. Ну, мы уже слышали и уже знаем о намерении Ирана поставлять и баллистические ракеты, и надежда российского руководства на подобное сотрудничество. Но пока на сегодняшний день, уже прошло более года после подобных договоренностей, авось и ныне там. Есть определенное количество ракет уже поставленных баллистических иранских, но нету пусковых установок и нету разрешения с иранской стороны использовать эти ракеты. Их не так много, они, опять-таки, эти ракеты, которые есть на сегодняшний день на территории России, они иранские ракеты никакой особой роли не сыграют, даже если Иран поставит пусковые установки, если разрешит использовать эти ракеты, опять-таки, никакой особого значения это иметь не будет. Нет тех количеств, которые могут преломить ход войны. То же самое касается боеприпасов корейских, северокорейских, еще раз извините. Оговариваюсь, это стоит все-таки упоминать, что это все-таки северокорейский. Договоренности с Северной Кореей. Ну, Ким Чен Ын ведет себя как последний мудак, извините за выражение, что в сущности подчеркивает его нынешнее положение в современном мире. Да, человек, в принципе, имеющий довольно неплохое образование, ведет себя как последний поц и строит из себя непонятно что, а мог бы последовать примеру, скажем. Я понимаю, что возможности, конечно, несоизмеримы, но тем не менее есть наследный принц Саудовской Аравии, который может служить примером для очень и очень многих диктатур. И посмотрите, как он меняет страну, как преобразовывает, как меняется имидж Саудовской Аравии во всем мире. Посмотрите, что этот человек делает. Это действительно большие дела, очень большие. Это действительно человек делает огромную работу на благо своей страны и для того, чтобы имидж страны во всем мире заиграл по-новому и с хорошей стороны. Да, были моменты, мы сейчас их опять-таки обсуждать не будем, потому что уже многократно обсуждали и инцидент с Хашогги и так далее, и так далее. Тем не менее, все меняется, и Бин Сальман делает очень много для того, чтобы все шло в лучшую сторону. И для его страны, и не только на международной арене, но и на внутреннем треке. Это в укор, конечно, можно поставить и президенту России Владимиру Путину, и Ким Чен Ыну, которые являются законченными мудаками, извините еще раз за подобное выражение. Но, тем не менее.
Еще можем обсудить сегодняшний удар по Севастопольскому судоремонтному заводу, который довольно эффективным оказался. Удар, конечно, с украинской стороны, с украинской, извините. И повреждены, серьезно повреждены десантный корабль и подводная лодка. Ну, достаточно серьезный ущерб. И заставила президента Владимира Путина очень-очень серьезно расстроиться, реального президента. Ну, более подробно, опять-таки, обсудим уже скоро. Я думаю, что подобные вопросы будут в комментариях к этому ролику, для того, чтобы узнать более подробно ситуацию. И на эти вопросы я отвечу уже в пятницу или в субботу. Также хочу еще раз напомнить, что есть возможность подписаться на наш Patreon. В Патреоне я буду отвечать на вопросы завтра, потому что в Patreon я отвечаю традиционно по четвергам. Там объемные выходят у нас выпуски по четвергам, там по 1,5 часа. Очень много вопросов, и, конечно, приходится выкраивать время и отвечать. Скажу сразу, в Патреоне я более откровенен, и там можно получить больше информации. Большое спасибо, что были со мной. Мы вас любим, это искренне, это самое главное. Мы работаем для вас. С удовольствием с вами буду общаться и отвечать на ваши вопросы. Увидимся, услышимся в ответах на вопросы. Всего доброго, до свидания.